Не думаю, что мне нужно сочинять специальные длинные предисловия, чтобы обосновать тему. «Черная пятница» — это, безусловно, не только часть нашей истории культуры, но и часть истории бескультурия. «Черная пятница» — это исконно американская традиция, которая в последние годы успешно прокладывает себе путь в других странах мира. Причем в большинстве этих стран даже не празднуют День Благодарения, хотя, строго говоря, «Черная пятница» накрепко календарно связана с американским Днем Благодарения. Вообще, День Благодарения отмечают и в других странах, например, в Канаде, а также, вы удивитесь, в Ирландии и Либерии. Так вот, «Черная пятница» – это следующий день после Дня Благодарения в Америке, который отмечается всегда по четвергам. Пару слов о Дне Благодарения, поскольку не все обязаны знать, что это вообще такое. Дни Благодарения – дни, когда христиане возносили благодарственные молитвы Богу по поводу каких-то благоприятных событий или спасения от напастей. Проводились в Европе как минимум с XI века. Тогда это не были календарные праздники, а специальные мероприятия по поводу. Старая Англия особенно любила отмечать свои удачи специальными днями поста и молитвы. Чума отступила, после долгой засухи начались дожди, испанскую армаду разнесло бурей по северным морям. Все подобные события англичане отмечали отдельным днем усиленных коллективных молитв в благодарность Господу. В других странах благодарственные молитвы, конечно, тоже практиковались, но англичане, особенно пуритане, у которых были более неформальные отношения с Богом, практиковали их особенно серьезно и часто. И когда пуритане на корабле Мэйфлауэр перебрались за океан и основали колонию Плимут, они с большим трудом пережили первую суровую зиму в Новом Свете. И поэтому на следующий год, сняв хороший урожай и набив закрома, в благодарность Господу и местным индейцам, которые научили их сеять тыкву и кукурузу и стрелять индеек, колонисты организовали трехдневный пир. И это был первый праздник Дня Благодарения, дня прославления даров Господних и большого застолья с семьей и друзьями, на котором обязательно подают запеченную индейку, картофель и батат, пироги с орехами пекан и тыквой, щедрые плоды Нового Света. По крайней мере, так повествует популярный американский миф, который сейчас еще только ленивый не опровергнул. На деле, как утверждают многие историки, индейцы, если вообще присоединились к тому первому Дню Благодарения, так только потому, что услышали выстрелы. Пилигримы на радостях полили воздух, и индейцы прибежали посмотреть, что случилось. Ты как здесь оказался? Стреляли? Индеек тогда в тех краях не водилось, так же, видимо, как и картошки и тыквы, и совершенно точно у колонистов еще не было муки и, соответственно, никаких пирогов. Их довольно скудный ужин состоял, видимо, из рыбы и вареной кукурузы, и индейцы еще, может быть, принесли оленины. Но какой-то пир, по всей видимости, действительно имел место быть. И с тех пор, это с 1621 года выходит, этот праздник отмечается в США каждый год и многими считается самым важным семейным праздником, когда принято приезжать домой к родителям, собираться большими компаниями и устраивать обильный ужин. И по кругу вместо тостов произносить короткие речи, за что вы были благодарны в этом году. Очень милая, симпатичная традиция. Если вы при американцах обмолвились, что на День Благодарения вы остаетесь вечером один, вас непременно куда-нибудь пригласят в гости, потому что для многих людей это просто уму непостижимо на День Благодарения быть в одиночестве. Это день, когда пуритане, индейцы, христиане, язычники все собираются за одним столом и забывают про свои разногласия. Президент Джордж Вашингтон в 1789 году законодательно сделал День Благодарения государственным праздником.
Поначалу это была конкретная дата, по-моему, 26 ноября. И в тот год он пришелся на четверг. И с тех пор Соединенные Штаты отмечают День Благодарения всегда по четвергам. В отличие от, к примеру, Канады, где День Благодарения отмечается по понедельникам. Причем гораздо раньше. В Канаде День Благодарения празднуют во второй понедельник октября. Канадцы к этому времени уже полностью справляются со сбором урожая и морально готовы к зиме. Вообще, канадский День Благодарения исторически, по всей видимости, совершенно никак не связан с американским. Более того, похоже, что один из первых своих Дней Благодарения канадцы отмечали в честь победы в войне с Соединенными Штатами в 1812 году. Люди постоянно забывают, что Канада и Соединенные Штаты однажды воевали. Но Черная пятница в Канаде организуется в тот же день, что и в Штатах, и во всем мире, в пятницу после 4-го четверга ноября, после американского Дня Благодарения. Праздничный обед или ужин Дня Благодарения – это не шутка. Это очень-очень много еды, причем еды не такой уж диетической. Средняя индейка весит от 5 до 9 килограмм. Это полбарана. Индейка набивается начинкой. Она может быть разной, но, как правило, это сухари с овощами, сушеной клюквой или с яблоками. То есть фактически хлебный пудинг. На гарнир вам еще выдадут картофельное пюре с подливкой, запеченный батат, другие овощи, а потом подтянутся пироги – яблочный, тыквенный и ореховый. Шутка, которая совершенно не шутка, гласит, что для американских сантехников пятница после Дня Благодарения – самый горячий день в году. И поэтому тоже. Но преимущественно это связано с тем, что большая готовка жирной еды и мытье посуды забивают трубы. Для многих американских пуритан День Благодарения стал как бы функциональной заменой Рождеству, которое считается немного католическим в своей обрядности. Примерно как в Советском Союзе. Новый год стал заменой православному Рождеству. С Новым годом, Надя. С Новым годом. Но большинство людей предпочитало праздновать и то, и другое. И поэтому сейчас у американцев имеется сезон праздников. От Дня Благодарения в конце ноября до самого Нового года люди практически празднуют не переставая. Осенние каникулы в университетах с Днем Благодарения посередине вот сейчас заканчиваются. Потом студенты вернутся в классы, и буквально через неделю уже начнется зимняя сессия, потому что к 24 декабря все опять должны быть дома на Рождество. Есть еще одну индейку. Для работающих взрослых День Благодарения ассоциируется с длинными выходными. Он всегда отмечается в четверг. И следующая пятница хоть и не является официальным государственным праздником, но очень многие бизнесы или дают работникам отгул, или просто закрываются, чтобы люди могли провести 4 дня с семьей. Кроме, конечно, работников торговли, потому что для них пятница после Дня Благодарения – это не блаженный день доедания индейки и пирогов, а один из самых напряженных и тяжелых рабочих дней в году – Черная пятница. В этот день магазины начинают сезон предрождественских распродаж. На самом деле это сравнительно новая традиция. То есть начинать предрождественские распродажи сразу после Дня Благодарения, эта идея возникла еще в 20-х годах 20 века. В те годы большие нью-йоркские универмаги, такие как Мейси и Итон, придумали устраивать в День Благодарения красочные парады по улицам города. Они таким образом напоминали покупателям о себе и о том, что пора идти покупать подарки на Рождество. И благодаря этим парадам они могли видеть в пятницу на следующий день большой приток покупателей в своих магазинах.
И постепенно эта идея начала распространяться на другие магазины и другие города. В 30-х годах идея, что в следующий день после Дня Благодарения начинаются рождественские распродажи, уже настолько крепко сидела в сознании как покупателей, так и продавцов, что представители розничной торговли начали давить на правительство Соединенных Штатов, требуя подвинуть День Благодарения. Тогда День Благодарения праздновался в последний четверг ноября. И людям казалось, что оставшиеся до Рождества 3,5 недели недостаточно для того, чтобы как следует закупиться к Рождеству. И тогдашний президент Франклин Делано Рузвельт издал указ, который переносил День Благодарения на предпоследний четверг ноября, давая покупателям еще одну неделю. Интересно, что далеко не все штаты с восторгом приняли эту идею. 22 штата из тогдашних 45 проигнорировали новый праздник, называли его Thanksgiving и продолжали отмечать День Благодарения в последний четверг. Техас же не растерялся и отмечал 2 праздника, пока в 1941 году Конгресс не издал закон, закреплявший День Благодарения на 4-й четверг ноября. И теперь в зависимости от того, как выпадают календарные дни, это или последний, или предпоследний четверг ноября. К примеру, в этом году ноябрь имеет 4 четверга, и Thanksgiving отмечался 28-го на этой неделе. Итак, уже в 30-е годы американцы ожидали начала рождественских распродаж в пятницу после Дня Благодарения. Но тогда они еще не называли этот день «Черной пятницей». Сам этот термин появится не раньше 60-х годов. И сейчас в интернете ходит масса городских легенд по поводу возникновения этого названия. Например, рассказывают, что якобы термин «Черная пятница» происходит еще с 17 века, когда в Америке в этот день рабов продавали с уценкой, потому что заканчивался сельскохозяйственный сезон, и плантаторы могли избавиться от ненужных рабочих рук, продавая рабов по дешевке. Это, конечно, наглая утка. Еще есть такая версия, что якобы в этот день люди очень часто не выходили на работу, сказывались больными, а на самом деле отсыпались и бегали по магазинам. И хозяева бизнесов назвали этот день «Черной пятницей», потому что в этот день никто не выходил на работу, их персонал словно косило черной чумой. Но и это выдумки. На самом деле название «Черной пятницы» зародилось в Филадельфии, а именно в среде филадельфийской полиции. Дело в том, что в 60-е годы в Филадельфии на пятницу после Дня Благодарения выпадало не только начало рождественских распродаж, но также в этот день проводился традиционный товарищеский футбольный матч между командами армии и командой флота. И на этот матч стягивалось очень много болельщиков. Неужели этим молодым людям придется все время бегать и толкать друг дружку только ради того, чтобы несколько мгновений погонять этот невзрачный мячик? А? В результате на улицах Филадельфии в тот день был полный дурдом. Невозможно было никуда проехать, толпы людей метались по улицам, люди, которые бегали по магазинам, сталкивались с болельщиками, бежавшими на стадион, постоянно возникали драки, и филадельфийская полиция прозвала этот день «Черной пятницей», а следующий за ним день «Черной субботой», потому что все эти безобразия продолжались и на следующий день. То есть первые упоминания «Черной пятницы» звучат в том контексте, что филадельфийские бизнесмены предлагают переименовать традиционное название Black Friday и Black Saturday на Big Friday и Big Saturday, Большая пятница и Большая суббота, потому что это как-то более оптимистичное и жизнерадостное название для дня начала рождественских распродаж. Но мы знаем, что их инициатива не была поддержана населением, и люди продолжали называть Черную пятницу Черной пятницей. В конце концов, уже в 80-х годах, опять же, представители ритейла начали массовую кампанию в средствах массовой информации, забрасывая утку о том, что название Черной пятницы происходит из тех времен, когда магазины в этот день переставали работать себе в убыток и начинали работать в прибыль. А поскольку записи в бухгалтерских книгах тогда велись таким образом,
что убытки записывались красными чернилами, а прибыль черными, магазины переходили из красного в черный, и поэтому этот день назвали «Черной пятницей». На самом деле это тоже выдумка. Даже в пик своей популярности в 2014 году «Черная пятница» не была самым доходным днем для американской торговли. Она была в первой пятерке, но лидерство всегда занимала суббота после Рождества. Чем «Черная пятница» была, так это самым скандальным днем. И вы наверняка видели репортажи по телевизору или в интернете, где толпы обезумевших людей штурмуют магазинные двери, потому что магазины объявляли, что в «Черную пятницу» в этот день они предлагают товары по самым низким ценам в году. И если вы не успели, вы опоздали. Распродажи начинались иногда в полночь. В полночь открывались двери магазинов, и некоторые энтузиасты-покупатели занимали очередь за несколько часов с вечера. После чего, когда открывались двери, обезумевшая толпа врывалась в магазин, иногда они сметали продавцов, которые пытались их утихомирить и как-то направить по торговому залу. И все это иногда приводило к человеческим жертвам в прямом смысле слова. Некоторые люди оказались убиты и многие покалечены. Но начиная с 2015 года «Черные пятницы» начинают сдавать позиции. В первую очередь потому, что появился Cyber Monday, киберпонедельник, понедельник после Дня Благодарения. Вот ближайший понедельник, когда все магазины предлагают самые лучшие скидки на товары онлайн. И в целом постепенно покупательская активность начинает смещаться из настоящих магазинов в онлайновые, и «Черные пятницы» перестали быть источником скандалов и полицейских сводок, задолго до того, как 2020 год фактически прекратил эту традицию. В 2020 году «Черные пятницы» не проводились в реале, только онлайн. Правда ли это, что в «Черную пятницу» вы можете купить товары по ценам, которые в принципе никогда не будут побиты в течение года? Неоднократные потребительские проверки во многих странах мира показали, что на самом деле в большинстве случаев товары, которые вы покупаете в «Черную пятницу» со скидкой, можно было купить или можно будет купить по более низкой цене в другие дни. К примеру, в 2020 году в Великобритании было проведено подобное исследование, которое показало, что 90% товаров можно купить по более низкой цене или можно будет купить по более низкой цене в другие дни. На самом деле даже сами потребители начали замечать это еще до того, как в этом начали объявлять средства массовой информации. Многие умные шопперы не рвались в магазины в «Черную пятницу», а предпочитали немножко подождать, протянуть, может быть, до самого Рождества и даже после Рождества, и посмотреть, что, возможно, цены упадут еще сильнее. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Но теперь, когда так называемая «Черная пятница» превратилась в черные как минимум 2 недели, в прошлую пятницу распродажи уже начались вовсю, эта стратегия стала слишком рискованной. Если в прошлом магазины просто не успевали все распродать за один день, то теперь вы рискуете пропустить свой шанс и в случае популярных товаров вообще остаться у разбитого корыта. Но, пожалуйста, не думайте, что я сагитирую срочно бежать что-то покупать. Совсем наоборот. Неплохо вспомнить, какой негативный эффект имеют безумства массовых распродаж. Начнем с того, что для работников магазинов «Черная пятница» может означать принудительные, под угрозой увольнения, смены в праздник или в ночь после праздника. А эти люди тоже имеют семьи, они тоже хотят провести самый важный семейный праздник в году со своими родными. Что же касается онлайнового шопинга, то он, конечно, выглядит более гуманно, чем толкотня в магазинах. Но работники Амазона и других крупных онлайновых маркетов точно так же работают по 12-14 часов в дни распродаж. Просто покупатели их не видят. Они работают на складах, упаковочных центрах и на доставке. При этом распродажи влекут за собой кошмарное увеличение транспортного потока. Тем более, что магазины онлайн сейчас предлагают бесплатный возврат.
И очень часто люди покупают больше, чем нужно, с расчетом потом вернуть значительные части этих товаров. Это означает, что, во-первых, все эти товары будут сначала доставлены на грузовиках до вашего дома или пункта выдачи, а потом назад. И все это бензин, все это выхлопные газы. При этом после пандемии обычной стала практика, при которой очень многие возвращенные товары не вернутся на полки, какие угодно виртуальные. Они отправятся сразу на помойку. Потому что для онлайновых магазинов зачастую выгоднее избавиться от возвращенного товара, чем ввязываться в долгую, сложную, дорогостоящую процедуру по сортировке, санитарной обработке, переупаковке и возврате товара в магазин. Я уже несколько раз сталкивалась с ситуацией, когда продавец просил, если товар не подошел, не пытаться его вернуть, а просто забрать себе или подарить кому-нибудь, а они бесплатно пришлют замену. И такая политика встречается все чаще и отнюдь не в самом дорогом сегменте, а именно по отношению к тем вещам, которые дешевле списать и выбросить, чем отвозить назад. И в свете народного осознания этих фактов в Канаде в 1992 еще году, больше 20 лет назад, был впервые организован Buy Nothing Day – День без покупок. Это международная акция протеста против потребительской культуры в целом и дней массовых распродаж в частности. Buy Nothing Day проводится в Черную пятницу, и его активисты призывают ничего в этот день не покупать. В Европе и в других странах акция часто проходит в субботу, я не знаю почему. В последние годы с ростом экологического сознания День без покупок приобретает все больше сторонников, хотя остается скорее символическим актом протеста. Многие критикуют эту акцию за ее ограниченность. Она не предлагает долгосрочных решений и воспринимается как разовая демонстрация, а не системное изменение поведения людей. Тем не менее, для многих этот день становится поводом задуматься о своих потребительских привычках и в дальнейшем придерживаться принципов осознанного потребления. Потому что никакое расхламление дома не улучшит ситуацию, пока вы не возьмете под контроль свой шопинг. И я понимаю, что это звучит как проблема богатых. Но на деле с глобализацией производства и торговли и появлением рынка очень дешевых вещей излишнее потребление становится проблемой не только для людей, у которых есть на это деньги. Как ни парадоксально и как ни депрессивно это звучит. И поэтому не поддавайтесь ажиотажу. Помните, что магазины по полной используют все психологические методы давления на покупателей, чтобы стимулировать вас делать импульсивные покупки. И дни крупных предпраздничных акций – это дни, когда против разума покупателя выбрасываются все маркетинговые силы. Купите одну в подарок, самая низкая цена ниже не будет, цена действительно пока есть товар. И, конечно, знаменитая осталось только 4 штуки. Я как-то раз не решалась купить дорогой шелковый платок в интернете, несмотря на то, что оставалось только 4 штуки. Так вот, эти 4 штуки оставались у них в течение 2 месяцев. После чего я, честно говоря, устала и перестала за ним следить. Ложь всюду ложь. Поэтому я хочу попрощаться с вами, пожелав хороших покупок в этот сезон ежегодных распродаж, как бы он ни назывался в вашей стране. Но не покупайте ничего лишнего. Помните о людях, которые стоят по ту сторону прилавка, и о том, к чему приводит наша попытка излечить пустоту в душе шопингом. Ни к чему хорошему она не приводит. Всего вам доброго и до свидания. Берегите свои деньги. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти 2 блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на 1-м уровне подписки. А на 2-м уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того,
Если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!